Здравствуйте. Мой доклад называется «Язык визуальных образов». И в целом я художник, занимаюсь традиционной и цифровой живописью. И в принципе основное, чем я там последние 10 лет сталкиваюсь, это именно создание образов. Каких-то фантастических персонажей там в таких же необычных мирах. И в принципе именно это основная тема доклада. Как эти необычные вещи создавать. Мы еще также поговорим немного об абстрагировании реальности, немного об эмоциональном в искусстве и все это, так сказать, вместе заключим. Но мне хотелось бы, чтобы все это не просто выглядело как доклад такого художника для художников, потому что, в принципе, тема искусства гораздо более шире. И она присутствует, в принципе, в жизни, в разных областях, и работа с образами также. Я немного это проиллюстрирую. То есть образ – это не только работа с картинками. И мне хотелось бы, когда вы это будете слушать, попытайтесь переложить это на свою профессиональную область. И, возможно, вам это удастся. Даже там переложить, например, в работу с людьми или в работу просто с идеями. Потому что я постоянно нахожу вот такие взаимосвязи. Вот начнем с процесса работы. Это работа, та, которая вяжет полотно своей жизни. Здесь достаточно простая концепция. Это действительно полотно жизни, и узоры, которые там вот появятся, это события в ее жизни, и чем дальше, тем они увереннее, но нельзя вернуться и что-то изменить. В принципе, для этого надо распустить все полотно. И еще есть тень, это тень старухи, это тень времени. Это как тень, вот время идет за нами всегда по пятам, но мы не всегда о нем помним. Но это все вот... Это все смыслы. Но на самом деле эмоции, энергетики, которые может подарить работу, это уже больше относится к искусству. В принципе, искусство – это именно работа с эмоциями. И это даже не просто возможность создать какую-то эмоцию, ее подарить, да, а это взаимообмен, это своеобразный разговор. И в чем отличие, например, разговора словами? Они очень хорошо передают смысл. Очень хорошо передают именно фактику, да, но они очень плохо передают чувства и эмоции. Потому что, в принципе, слова могут вызвать только те чувства, которые человек ощущал. Да, если человек никогда не любил, то слово «любовь» для него, даже если он понимает смысл, знает там все истории, которые с этим связаны, он все равно не может это прочувствовать по-настоящему. В отличие от этого, искусство, получается, идет напрямую. То есть, если слова обращаются к нашему существующему опыту, то искусство обращается, оно может дать новый опыт. Оно может показать то, что вы никогда не видели, и просто пойти к чувствам напрямую, и напрямую работать с эмоциями. Причем на самом деле вот это взаимодействие, это такой язык образов, он не только творец и зритель. А на самом деле все больше, все чаще это творец и творец. И я на этом там хочу акцентировать дальше. Но начнем мы с самого начала. В принципе, с нашего восприятия. Мы все этот мир воспринимаем, каким-то образом его перерабатываем. И этот мир очень бешено детализирован. То есть там огромное количество деталей, и в принципе все это воспринять и понять невозможно. То есть поэтому это удивительное свойство человека из всего этого многообразия выбирать именно что-то самое важное и группировать по каким-то подобиям. То есть то, что не одинаково, но похоже. И вот так формируются образы. Причем не так много человеку надо, чтобы образ распознать и чтобы понять там эмоцию. Если вот даже на эти скетчи посмотреть, это скетчи, которые я делал в метро, здесь не так много изображено, да, есть какие-то акценты. Но человеку этого достаточно, чтобы понять и эмоцию, и характер человека, и в принципе там движение, да, то есть, и все это можно разделить на два этапа. Это обучение и распознавание. Обучение – это впитывание всего, а распознавание – это когда мы узнаем какие-то моменты, какие-то ключевые акценты. Человек не может смотреть на все одновременно, он ходит от точки к точке. И распознаем образ, и как только мы его распознаем, мы все остальное заполняем из своего опыта визуального, который был раньше. То есть нам гораздо проще на самом деле пользоваться своим опытом, чем действительно рассматривать реальность. И иногда делает это с нами такие вот нехорошие штуки. Вот как это, например, фокус с картами, где есть черные чирвы и красные пики. И в отличие от реальности мы привыкли, что таких карт не существует. Да? И когда человеку быстро показывают такие карты и просят назвать масть, он ошибается. Потому что на самом деле он не рассматривает. Как только он узнает образ, он вытягивает это из своей памяти.
То есть это именно тот вариант, где образы мешают нам воспринять информацию. Но это, в общем, не всегда так. А прежде чем мы перейдем к конструированию наших образов, к процессу конструирования, есть еще одна важная деталь для фантазии. Так сказать, толчок. Часто основная проблема фантазии, что человек вот садится с пустой головой и ничего не может придумать. И точно так же, если человеку сказать, расскажи что-то интересное, да, то многие люди теряются, потому что не знают, что именно рассказывать. Но если вам сказать, например, расскажите придумайте историю про солдата, который возвращается с армии, заходит домой к жене, и тут на самом деле у многих, может быть, десятков вариантов ответа, развить историю. То есть развивать историю гораздо проще, чем создавать ее с нуля. То есть мы все знаем про ассоциативное мышление, как много оно занимает в нашем мире, и в принципе вот эта цепочка ассоциаций, она нам нужна. То есть нужен какой-то толчок, какое-то начало истории для того, чтобы развивать образ. И этим толчком для нас будут образы реального мира. В принципе, другого мира у нас пока нет, у каждого он свой по-своему. То есть, как мы понимаем, что мы отчасти конструируем образ, то есть мы действительно все творцы, потому что мы видим только какие-то моменты, а заполняем эти пустоты, которые не видим, из собственного опыта. И на самом деле можно эти пустоты заполнить не только опытом этого образа, но и добавить туда что-то другое. Но это примеры из мифологии, в общем, работы классика. Совмещая реальные образы, есть один недостаток. Мы их очень легко распознаем. То есть скажем так, прямолинейное совмещение. Да? Мы видим Минотавра, мы сразу понимаем, что это тело человека, голова быка. Видим кентавра и понимаем, что это круп лошади плюс человек. И мы эти образы узнаем, и это еще не совсем новая реальность, потому что все-таки это все узнаваемо, понятно, из каких частей оно состоит, и мы еще можем свои знания подключить, и нам будут не мешать, понять, как кентавра, что там у него внутри творится, что у него с анатомией, и понять, что все это вообще не работает. Но как же совмещать именно образы так, чтобы они действительно создавали нечто новое, уникальное? Давайте посмотрим на нашу реальность. Это просто фотография, портрет, да, он достаточно реальный. Он узнаваемый, то есть и вам надо некоторое время, чтобы его изучить, все его детали. Если вы с ним знакомы, вы его узнаете. А теперь мы упростим чуть-чуть, то есть до такого беглого рисунка. Что изменилось? На самом деле ушли детали, многие детали ушли. И что делает на этом этапе художник? По сути, он выделяет главное, да, то есть что-то игнорирует, что-то выделяет. Он делает тот процесс, который делает, по сути, мозг человека, когда образ изучает. То есть он группирует, он выделяет самое важное. На самом деле часто художник только этим занимается. То есть концентрация красоты в этом мире настолько большая, что она такая сливается в серую массу. И просто многие не видят именно то, что надо выделить. А он просто это видит, иногда выделяет, все остальное обобщает. И это единственное, чем он занимается иногда. Но давайте его еще больше обобщим. Что еще меняется? На самом деле, кроме группировки, да, ушли детали какие-то. То есть не надо тратить время, чтобы понять, что это за эмоция. То есть образ остается, человек узнаваемый, эмоция его остается. Но ушло много деталей, и теперь он быстро просчитывается. То есть теперь его очень легко и быстро читать. И это используется в мультипликации, в комиксах, когда, особенно и в реалистичной живописи, когда нужна динамика. То есть, чтобы глаз, который путешествует по работе, это путешествие глаза по работе, да, это и есть общение со зрителем. Это целый процесс. И когда он путешествует по динамичной работе, глаз не должен застревать. А там, где глазу надо остановиться, там бы хорошо дать определенную детализацию. То есть это используется. Давайте еще больше упростим. Что еще меняется? Еще меняется то, что он уже на самом деле не так и похож на того дедушку, что был сначала. Да? Он становится более универсален. Если его еще больше упростить, но мы не будем этого делать, он вообще будет непонятно, мужчина это или женщина. То есть он становится универсален, он становится гибкий образ. И чувства, которые он несет, им проще сочувствовать,
проще сопереживать, потому что этот образ может быть, по сути, и вами, да, и мной. Ну, то есть зрители, когда смотрят, ему легче это с собой ассоциировать. Вот. Есть еще такой способ работы с образом – это стилизация. Если, по сути, все, что вот раньше было, это обобщение, убирание лишнего, и, по сути, это выделение фокуса образа, то есть то, что у него главное, то здесь это акцентирование фокуса, да, то есть мы преувеличиваем, мы акцентируем, чтобы, так сказать, наш фокус был ясен, четкий и понятен, да. То есть здесь идет такое гипертрофирование, чтобы наши цели там не ушли, но при этом остаемся в том же достаточно обобщенном образе. То есть теперь, когда мы его усложнили, упростили и акцентировали, да, мы его можем теперь, вот мы сперва от сложного к простому пошли, а теперь мы его можем усложнять. Но так как он стал более гибкий и универсальный, мы его усложнять можем, в принципе, в любую сторону, только держа во внимании фокус, да. И, ну, тут он пошел совсем в другую сторону, да, его можно тут усложнять достаточно долго, то есть практически до реалистичной работы. И это уже будет не тот дедушка, это будет, в принципе, новый образ. И это вот наша основа работы с образом. Это фокус, то есть упрощение, обобщение, выделение самого главного, это акцентирование или стилизация, и это развитие, по сути, образа в какую-то сторону. То есть усложнение его теперь с этого состояния. А давайте теперь посовмещаем вещи, которые в принципе несовместимы. Это то, что было на тренинге, это действительно там случайные картинки и то, что из них получалось. Как мы это делаем? Понятно, что мы дельфина с бананом не совмещаем, да, то есть это было слишком прямолинейно. Но мы обобщаем, стилизуем и выделяем что-то, то есть вплоть до формы и линии. Чем ниже вы опуститесь, да, тем гибче ваша форма будет, тем универсальнее образ. И здесь это получился какой-то там космический шлем. На самом деле можно сгенерировать много образов, самых разных. По форме он, конечно, где-то там с дельфином связан, но это понятно, что не дельфин, да, а связка бананом стала там респиратором и вообще внесла вот эту вот такую упорядоченность, вот, где-то подобную, которую мы встречаем вот, собственно, в этом продукте. И еще один пример. То есть тут главное понять, что это не совмещение медведя с хлебом, да, то есть это не прямолинейная работа, мы можем использовать все, что угодно. Это толчок для нашей, то есть это начало нашей истории, это всего лишь толчок. И тут на самом деле получилось, вот мы его, да, утрировали, видно, что там преувеличилась эмоция, да, там мы его просто обобщили, а тут мы утрировали. А это то, что получилось, это какой-то мифический такой шлем, хлеб стал такими себе забралами. И даже нарезка вот это осталась. Вот. И там еще один образ появился, это образ такого своеобразного кинжала. Видно, что само лезвие, по сути, является ничем иным, чем просто вот стилизованным образом медведя. То есть вообще один в один, только гораздо более стилизованно и обобщено. А там хлеб стал кастетом. Ну вот такие образы случаются по стильному мышлению, в принципе, достаточно случайно. То есть просто придумывать такую форму гораздо сложнее, чем от чего-то отталкиваться. Хотя потом, конечно, у человека появляется опыт, и он уже там, у него перебирает ассоциации, не используя какие-то картинки. А это еще один способ сейчас будет от пятна. В принципе, можно делать в реале, в цифровой живописи это некая кисть, которая там сама случайно изменяет размер, вращается, и когда ее ложишь на холст, то там получаются такие пятна совершенно непредсказуемые. Да? В реале можно там намочить тряпку такую вот в краску, ее так опустить на холст, и там что-то появится. И тут просто тоже, опять же, это используешь как толчок, не боишься это менять, и появляются некие образы. Это еще хорошая тренировка для фантазии, потому что уже есть какие-то рамки, и ты должен им следовать. То есть ты должен искать в каком-то заданном направлении. И можно чуть усложнить задачу. Можно из одного пятна поискать несколько образов, или дать себе задачу там, в образе найти именно что-то определенное. То есть вот здесь была там задача найти человека. Он такой нашелся в очень таком неординарном ракурсе. А теперь еще ниже опустимся, так сказать, поднимемся до высот Казимира Малевича, всеми любимого, или Василия Кандинского, да, которые вложили там понятие абстрактного искусства. Что такое абстрагирование? В отличие там, от стилизации и обобщения, где оно тоже, в принципе, присутствует, абстрагирование чисто это уход от смыслов образа к чистой эмоции. То есть остается только эмоция. И как это, в принципе, работает?
Вот две картинки. Это концепты персонажей мои. И видно, что справа картинка достаточно хищная, достаточно агрессивная, а персонаж слева, в общем-то, милый и пушистый. Понятно, что формы и цвета, которые использованы, они связаны с нашим визуальным опытом, который мы имеем. И не только визуальным. Понятно, что там подушкой нельзя убить, а вот, например, ножом порезаться можно. Да? То есть это все наш опыт. И именно потому, что люди вот так вот и из мелочей составляют свою реальность, и по каким-то даже акцентам воспринимают образ, то здесь мы тоже видим определенные направления, да, там, видим колючие формы, например, и понимаем эту агрессивность. Это все может работать гораздо на более простых формах, да, то есть здесь они тоже присутствуют. И вот это наш старичок. Ну, только он вот, в общем-то, изменился, старика там уже совершенно не видно, но там была такая эмоция, да, такая усмешка, а желтый имеет свойство отдавать, и круг тоже имеет такую динамику изнутри. То есть вот это такая эмоция, причем она такая немного с холодком, потому что он там не совсем искренне улыбался. В общем, вот так вот. То есть, но можем посмотреть гораздо чуть более, так сказать, сложную работу. Вот назовем ее «Атака на белый шар». Здесь видно, что в принципе смысла здесь нет, да? Образы здесь толком не узнаваемы, но это работает. И на эмоциональном плане работает, и работает динамика, работает направление. То есть там треугольники очень направленные, агрессивные, острые, в них читается там четкое направление, сочетание красного с черным достаточно агрессивное, в противовес этому достаточно глубокий синий, шар сам по себе, он форма, которая не очень хорошо двигается, но хорошо втягивает или отдает. И вот синий будет втягивать, он глубокий цвет, а там желтый отдавать. И там зеленые акценты, они являются таким себе контрастом, который делают красный еще ярче. Вот так это все работает, и это работает на более сложных работах также. Это просто Гюстав Климт. Ну, там есть абстрактная его интерпретация, но в принципе он и так достаточно обобщен. Тут работают все вещи, которые мы раньше перечислили. То есть есть здесь стилизация, понятно, что люди так даже изогнуться не могут. И есть здесь и абстракция, есть здесь обобщение. И главное, что это концентрация эмоций. То есть вместо того, чтобы разгадывать реальность, да, художник дает нам концентрацию, дает движение, ну то есть контролирует движение взгляда, дает направление. И вот эта эмоция получается в таком чистом виде, концентрированная. А это моя работа «Зомбоящики», как раз вот на тему телевидения нашего хорошего. Здесь в основе концепции это телевизоры, которые несут нас в определенную такую пропасть, а вот эти руки, они похожи на руки зомби, то есть утягивают туда достаточно много народа. В принципе, здесь еще стоит сказать про направление. Так как мы все считаем слева направо, привыкли, и при этом находимся в каком-то временном промежутке, то это направление в работе слева направо будет считаться у нас как будущее, а справа налево как прошлое. И неудивительно, что вниз это негатив направление, а вверх позитив. И здесь получается, что не просто несутся куда-то, они несутся там в прошлое и в негатив. Но прошлое и будущее может читаться более гибче, в зависимости от смысла, который мы вложили в работу. То есть мы же нанизываем там на абстрактные вещи, по идее, то есть на те же треугольники, которые здесь просматриваются, уже какие-то смыслы, придаем это какое-то значение. И оно может читаться и как внутреннее и внешнее, либо вот как здесь там негатив и прошлое, как некая там символ деградации, да, тоже, в общем-то, связано. А это пример того, что, в принципе, вот эта геометрия абстрактная, она может быть не только жесткая, там, прямая, геометрическая, она может быть гораздо более пластичная. То есть это все можно изгибать и синхронизировать. То есть это просто вот снимки с космоса, и видно, что природа не хаотична, она синхронизирована и гармонична. Таким образом, в принципе, она гораздо более гибкая. А мы привыкли все выстраивать в рядочки. Ну и вот еще пример на одной работе именно динамических направляющих. И это процесс этой работы, там идет цветовое решение, поиск цветового решения в начале. Но, в принципе,
Я хотел чуть-чуть резюмировать, пока идет этот процесс. То есть, возможно, после этой лекции кто-то по-другому начнет смотреть на абстрактную живопись. Кто-то начнет видеть абстрактное в живописи достаточно реалистичной. Кто-то, может быть, переложит эти знания вообще на другую область и найдет там, как работать с похожими. Потому что на самом деле там знаний много, и там есть куда копать, есть и субъективные, есть и объективные. То есть найдет в другой области, как это применять. Но, в принципе, видно, насколько быстро это все сейчас изменяется, насколько быстро изменяется искусство. И сейчас постепенно современное искусство приходит в порядок немного и идет в ногу с технологиями. Появляется какая-то эстетика, появляется ценность эстетики, оно становится очень доступно. То есть раньше просто не было возможности так быстро создавать. Сейчас любой может там мобильным сделать слепок своей реальности и, в принципе, творить искусство. Сейчас очень легко участвовать в проектах, которые там включают в себя по 500 человек, и с разных стран, и они все делают одну общую работу. То есть это такая гармонизация. И мне кажется, что если чуть дальше заглянуть и пофантазировать, то вполне возможно, что в скором времени искусство, во всяком случае большая его часть, может превратиться в принципе в полноценный язык, который будет идти вместе с языком смыслов, но только на эмоциональном уровне. И, возможно, это нас поднимет, в принципе, на другой уровень взаимопонимания. И мы посмотрим цельную работу. И напоследок, я хотел бы показать просто, насколько проста может быть наша реальность. Да? Это удивительное свойство человека, который вот в этом видит человеческое лицо. Как мало на самом деле человеку надо, чтобы вообще лицо увидеть, и притом оно еще улыбается. То есть мы видим эмоции, мы его переживаем. И даже можно еще проще. И на самом деле вот это уже первые шаги к тому, чтобы сделать наш язык смыслов более осознанным и вывести ее там на эмоциональный и образный уровень. Все, спасибо.